Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 10 октября, четверг, и сегодня я начну с бомбической новости. Только что в печати появилось сообщение о том, что житель Филадельфии, штат Пенсильвания, по имени Евгений Садрисламов задержан, и в отношении него предъявлено обвинение в хранении оружия массового поражения и создании самодельной лаборатории, которая находилась на востоке Пенсильвании, в районе Мэйфэр. По поводу деталей, говорится, что в лаборатории обнаружено более 25 килограммов взрывчатых веществ, которые могли сравнять с землей целый квартал. Это не первый раз, когда Садрисламов обвиняется в изготовлении взрывчатых веществ. Первый раз это было в 2000 году, когда его обвинили в создании фейерверков коммерческого назначения. Тогда ему удалось сорваться с крючка, видимо, по молодости, но сейчас история повторяется уже в более крупных масштабах. Ему должно в субботу исполниться всего-навсего 28 лет. Детали о этом кейсе пока достаточно скудные, судя по всему, потому что делом занимается ФБР. Почему она занимается? Как отмечается в сообщениях печати, причиной тому является его связь с Российской Федерацией. Деталей пока нет, пока не разглашается или пока неизвестно его связи с государственными структурами. Это именно то, что интересует. Государственными структурами РФ, и прежде всего всевозможными разведывательными структурами, а также, возможно, его участие в каких-то террористических операциях или актах на территории Соединенных Штатов Америки. Но это, я бы сказал, вторая информация здесь, в Соединенных Штатах, которая связана так или иначе с российскими представителями. Несколько другой российский представитель, посол России в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов, недавно отбыл на родину из Вашингтона. Просидел он здесь 7 лет. Срок немалый, немножко даже больше среднего. Средний для посла здесь это примерно 5 лет для российского посла. Но был такой посол Добрынин в Советском Союзе. Это была легенда, который просидел чуть ли, я бы сказал, что примерно точно. В 62-м, накануне Карибского кризиса, он прибыл в Соединенные Штаты Америки, а освобожден был от должности посла уже при Горбачеве в 1986 году, когда Горбачев взял его своим главным советником по вопросам внешней политики. Это, первое. Избавились от посла. Хороший, плохой посол. Как говорили, рассказывали источники американских средств массовой информации в российском посольстве. Посольские российские его не любили, потому что, хотя, с одной стороны, он дипломат был, он МГИМО закончил, с другой стороны, он некоторое время работал в Министерстве обороны Российской Федерации, даже имел звание, или имеет звание генерал-майора, но, видимо, это наложило отпечаток на него, такой считался солдафон. Еще один, в области, так сказать, возможных подрывных акций российских спецслужб. Вы знаете, я вам об этом рассказывал, что некто Дмитрий Саймс – это самый долгоиграющий крот российских спецслужб, который был инфильтрирован КГБ в США еще то ли в 1973 году, то ли в 1974 году, еще Евгением Примаковым, еще это было при Брежневе, Андропове. Теперь он раскрыт, все понятно, но, как говорится, святое место пусто не бывает, им нужен Раши, спецслужбам Раши, нужны агенты такого типа, как Саймс, которые не бегают там по тайникам, не закладывают секретную информацию из ЦРУ или из Пентагона, которые могли бы аналитически оценивать информацию и доносить ее до Москвы. Это то, что делал Саймс. Возможно, лоббировать здесь, что он тоже делал, то есть был агентом еще влияния. Так вот, это мои уже прикидки, основанные на опыт работы здесь, еще во времена Советского Союза. То есть я так ожидаю, что или уже ведется работа, или в ближайшее время начнется работа по инфильтрации суда в США из России на смену кого-то, на смену Саймса. Возможно, это будет сопровождаться созданием другой организации, крыши, под которой он будет работать. Такой крышей, в частности, служил здесь для Саймса издание The National Interest,
который, кстати, имел большую популярность даже среди русскоязычной аудитории в бывшем Советском Союзе. То есть ждем. Я так предполагаю, что американские спецслужбы тоже ждут. Но иначе не бывает. Это правила игры. Есть в каждой игре определенные правила, в каждом ремесле. Вот это одно из них. Свято место пусто не бывает. Еще интересное событие сегодня. Фактически началось голосование на выборах президента Соединенных Штатов Америки. Я не ошибся. Хотя официальное голосование должно состояться 5 ноября, но сегодня началось досрочное голосование по почте. И только в штате Аризона. Ну, то есть отчет пошел. Закончилась в Аризоне избирательная кампания, началось голосование. Для этого желающие должны были обратиться к секретарю штата, получить пакет по почте запечатанный, там должны были находиться бюллетени, особые люди должны были заполнить их и отослать по почте. Скрывать их и считать, кто как проголосовал, будут по окончании выборов голосования 5 ноября. В настоящее время штат Аризона считается здесь то, что называется toss-up, то есть он может проголосовать чуть-чуть сюда, чуть-чуть в обратную сторону, то есть непонятно. Пока там, буквально на чуть-чуть, на несколько пунктов, Трамп опережает Харрис, что понятно, в общем-то, потому что Аризона, пустыня, такой не самый развитый, мягко скажем, штат США, ну и проживает там народ. Кто живет в территории, где, в общем-то, делать фактически нечего, экономики практически, не очень, скажем так, экономики, которая требовала бы высокого IQ. Посмотрим, как дальше будет, а пока в целом, по оценкам аналитиков, есть такая организация, называется 538. Там даются аналитические оценки, как обстоит дело сейчас, у кого какие шансы. Так вот, у Харрис имеется примерно 54% шансов из 100 победить, у Трампа 47% из 100 победить, то есть Харрис впереди. Следующим важным событием, которое, как считается, может оказать существенное влияние и на исход президентских выборов в Соединенных Штатах, стал ураган Милтон, который обрушился вчера вечером на Флориду, на ее южную часть, вернее, юго-восточную часть. Он зашел со стороны Мексиканского залива, вызвал огромное разрушение. Он должен был стать и был ураганом высшей 5-й категории. Напомню вам, что самая высокая 5-я категория – это ураган, в котором порывы ветра достигают как минимум 256 километров в час, или это примерно 157 миль в час. 157 миль в час ураган не достиг, когда он выбросился, так сказать, на побережье Флориды, но были в отдельных местах порывы достигали до примерно 145. Но это мало где. Там в том районе, это было графство Сарасота, если не ошибаюсь, там были некоторое время такие порывы ветра, а в принципе на более широком пространстве это был ураган 4-й и 3-й категории. Однако считается, что последствия его катастрофические. Сейчас, это только началось обследование, что там произошло, более 3,4 миллиона жителей живут в районах, которые обесточены. Сотни или тысячи домов разрушены. В основном разрушены это одноэтажные дома, эти высокие небоскребы или многоквартирные дома. Они стоят, все нормально с ними, не произошло. В пике уровень воды в некоторых районах поднимался на 3 метра. Естественно, все затоплял. Конечно, страшно смотреть на последствия. Там в некоторых районах шикарные места. Там, где стоят на стоянке марины, яхты стоят. Сейчас многие из этих яхт – это груда металла, дерева, пластика. Есть сведения уже о погибших, но это, опять-таки, подсчет только начинается. Ураган, согласно аналитикам,
убедительно показал, что имеет место повышение температуры на Земле, это не фикция, и это вот и приводит к подобным ураганам. Это второй вообще в истории, как здесь пишут, после Дориана, урагана Дориана, который имел место в 2019 году, тоже пятой категории был. Ну а теперь считается, что в связи с повышением, вот в результате повышения температуры на Земле, возросла температура воды в Мексиканском заливе, а повышение температуры воды – это, как сказал один из аналитиков, это как стероид для урагана. И вот считается, что в связи с этим явлением, повышением температуры, количество таких ураганов должно увеличиться существенно, существенно. И они будут сопровождаться усилением ветра, то есть мощность ураганов это будет нарастать, и количество воды, которое будет выпадать в районе урагана. Как я сказал, вода поднялась, это из залива где-то на 3 метра, количество осадков примерно 30 сантиметров выпало за эту ночь. После, значит, нескольких часов резкого прилива воды ветер задул в другую сторону, и началось, наоборот, отлив воды до такой степени, что стало видно дно, ну вообще обнажилось дно залива. Теперь ожидается падение ветра, и эта вся вода стремительно двинет обратно. То есть народ предупреждает не гулять по этому обнаженному дну залива, поскольку прилив может иметь такие же катастрофические последствия, как и отлив. Этот ураган только подходил к штату Флориды, когда уже началась его эксплуатация в политических целях. Но этим отличилась прежде всего пока это оппозиционная республиканская партия, даже не партия, я скажу более узкая, это будет правильно, кампания Трампа, поскольку и сам Трамп, а самое главное, самое невероятное обвинение выдвинула известная нам Тейлор Грин, или просто Грин, это сумасшедшая блондинка, которая является доверенной и самой такой боевитой, так сказать, сторонницей Трампа. Так вот, она сказала, что это вот все, этот ураган, это следствие осуществления манипуляций над климатом, которые делают демократы, и в частности Белый дом, Байден и так далее. То есть это Байден все это делает, как злой, понимаете, гений или дьявол там и так далее. Манипулирует, короче говоря, Байден климатом и создает такие ураганы. Ну, а другие друзья, по-моему, это уже заявил Трамп об этом, что, естественно, Белому дому наплевать на этот ураган и на его последствия. И есть такая организация здесь, ФИМА. Это Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям. Будь то стихийные бедствия или атомная война, они, значит, должны оказать чрезвычайную немедленную помощь. Так вот, значит, как объявили из компании Трампа, ФЕМА будет способна компенсировать людям потери их домов. Вот, допустим, снесло дом, а было такое, потому что там до урагана на этой территории буквально за несколько часов там пронеслось несколько торнадо, смерчей, которые превращали в груду дерева, обломков целые кварталы. Там, где находились одноэтажные дома. Так вот, кто потерял таким образом дом, ему якобы выплатят $750. Все. Почему? Потому что, как утверждают сторонники Трампа, вернее, его подельники, потому что нету денег. Все чрезвычайные фонды ФЕМА использовала на строительство домов для нелегальных иммигрантов, оказание им помощи. Ну, вот это старая песня. То есть они пытаются притянуть этот ураган, который создал, согласно их же заявлениям, Байден, сидя в Белом доме. Вот. Он же создал этот ураган, а до этого он лишил денег ФИМы. То есть он много миллионов людей Флориды обрек на такие бедствия. Их действительно много миллионов, потому что эвакуировано было из штата за 24 часа, это началось примерно 6,5 миллионов. Пробки медленно двигались из штата туда на север со скоростью где-то 25 миль в час. Ну, это так, со скоростью идущего человека, быстро идущего человека. И при этом
было не просто найти бензин. В общем, был какой-то кошмар. Я и члены моей семьи, у которых есть знакомые, друзья во Флориде, пытались несколько раз, многократно связаться по телефону там или как, через интернет со знакомыми, с друзьями во Флориде. Все это было бесполезно абсолютно. Телефонная связь, интернет никак не работала. Так что с нетерпением и с тревогой ждем дальнейших новостей. Здесь важно подчеркнуть, что эксплуатация вот даже такого события, она уже началась в политических целях. То есть чем ближе к дню голосования, 5 ноября, тем избирательная кампания становится все более грязной и, я бы сказал, тупой. Ну, потому что кто может серьезно воспринять заявление о том, что Байден сидит в Белом доме и манипулирует ураганами для того, чтобы просто, значит, сделать несчастными миллионы жителей Флориды. Но и я буду с интересом наблюдать за дальнейшими возможными изменениями и рейтингами двух кандидатов, потому что это должно показать вообще уровень IQ населения США, потому что, ну вот услышав такое, был бы я, допустим, республиканцем, и услышав такую историю со стороны Грин насчет манипуляции демократами, я бы бросил, плюнул бы и ушел бы. Я бы не голосовал за эту партию, которая представители, причем яркие представители которой способны выдвигать такие тезисы. То есть это тезис для идиотов, которые идиоты же, а может быть умные люди, распространяют, понимая, что их аудитория, их целевая аудитория – это идиоты. Дальше, видимо, очень близко к этой теме прозвучало мнение, которое высказала в бывшем Твиттере, сейчас это называется X, бывший советник Обамы по национальной безопасности, а потом она была представителем Соединенных Штатов в ООН, Сьюзан Райс. Она сделала это сообщение по результатам публикации отрывков из книги Боба Вудворта «Война», которая сейчас появилась в различных средствах массовой информации мира. Твит Сьюзан Райс навеян, очевидно, тем отрывком из книги Вудворта, где говорится о том, что Трамп не менее 7 раз звонил Путину, это когда он уже перестал быть президентом и находился в Мар-а-Ларго. Причем однажды, с его точки зрения, Трампа, надо полагать, разговор должен был быть настолько важным и деликатным, я бы сказал, конфиденциальным, что он убрал всю свою прислугу и даже самого доверенного, близкого помощника, как написано в книге, на самом деле, как потом сказали знающие люди, вот этот самый близкий помощник, это, в общем, типа его камердинер, слуга. Так вот, он убрал практически все, включая этого слугу, который всегда при нем, может быть, батлер, для конфиденциального разговора с Путиным. Так вот, значит, по ее мнению, вот такие конфиденциальные разговоры после того, как Трамп перестал быть президентом, они противоречат или являются возможным нарушением, ну, возможно, всегда так говорят, потому что это пока не доказано в суде, так вот, является возможным нарушением закона Логана. Этот закон Логана запрещает частным гражданам Соединенных Штатов вступать в контакт с правительствами стран, которые находятся, в общем, ненормальных, неблагополучных отношениях с Соединенными Штатами, потому что такие контакты могут повлиять или ухудшить, или нанести вред политике законного правительства Соединенных Штатов в отношении этой страны. Но Россия, естественно, такой и есть, и уже долгое время, то есть в стране фактически враждебной. И вот эти тайные контакты Трампа, по мнению Райс, вполне могут стать, или быть, не стать, а быть нарушением этого закона Логана. То есть, так по большому счету, пока еще не став следующим президентом Соединенных Штатов Америки, Трамп уже, и, по-моему, уже не первый раз зарабатывает себе на очередной рекордный импичмент. Ну и, наверное, вы уже слушали неоднократно из различных источников вот эти интересные отрывки из книги Вудворта.
Я бы хотел сделать немного комментариев, но с профессиональной точки зрения, которые вы, возможно, не услышите из других источников, потому что я сделаю их на основании тех знаний, которые я имею, профессионально, так сказать. Так вот, речь идет о подарках Трампа Путину. Это подарок нескольких устройств или машин, или аппаратов для индивидуального определения, есть ковид или нет, а также, видимо, лекарств, которые отсутствовали на начальном этапе этой эпидемии в Российской Федерации, но уже были в Соединенных Штатах Америки. Как написано в книге, Путин был в ужасе, просто в ужасе от этого заболевания. Кстати, вот это выражение, оно очень интересное, потому что оно как-то не соответствует или противоречит создаваемого органами, средствами массовой пропаганды Российской Федерации образе этакого супермена, мачо. И, кстати, этот же имидж каким-то образом попал и на страницы западных средств массовой информации. И Трамп заглотил это, попозже это все расскажу. Трамп заглотил эту пропаганду. Я, если вы помните, всегда говорил, что, вспоминал, самые важные характеристики Путина – это те, которые ему были даны, когда он работал молодым еще, работал в КГБ. Так вот, по его личным характеристикам, профессиональным данным, его называли или окурком, или бледной молью. И это объясняет вот эти его качества, это то, что он есть и был на самом деле. То есть он был перепуган. Это не тот человек, который может нажать и нажмет на красную кнопку. Это трус, Так вот, трус боялся панически этого ковида, боялся своей смерти, что чрезвычайно важно понимать. И тут грянула братская помощь от Дональда Трампа, который вот взял его и послал. Ну, а потом 7 звонков. Я обращаю ваше внимание. 7 – это те, которые были зафиксированы, то, о чем узнал Боб Вудвард. Вполне возможно, их было гораздо больше. Исследовали они из Маро-Ларго. Это из того места, где, как установлено соответственно с одним из расследований, находилось огромное количество, там килограммы были совершенно секретных документов, относящихся к вопросам национальной безопасности Соединенных Штатов. Так вот это событие. Значит, затем звонки. Одна из историй примерно такая была, что сначала Трамп сделал подарок, а потом прозвонил. Видимо, хотел использовать этот подарок для беседы с Путиным и так далее. Вообще, я им скажу, что это ненормальное явление. Особенно между руководителями, хотя бывший руководитель, тем не менее, двух крупных и тем более враждебных государств. Ладно, даже если хорошие отношения, тебя не просят. Окей, хорошо, ты сделал этот подарок. Но потом вот эти звонки конфиденциальные, долгоиграющие. И вот в одном из звонков, видимо, он сразу последовал после этого подарка Трампа, Путин ему объясняет, что надо держать это дело в тайне, потому что если узнают посторонние, это станет достоянием средств массовой информации, то это может повредить Трампу. А Трамп говорит, да, мне все равно, да, какая разница. То есть главное мне сделать было, Вова, тебе подарок, там плевать, что будут говорить. Вот о чем это говорит, так по большому счету. Я вам сейчас это разжую с точки зрения агентурной разведки. Потому что Путин здесь, он поступает, как учили в Краснознаменном институте. Значит, это был разговор фактически, вот где Трамп звонит ему после этого подарка, Путин его предупреждает. Это фактически беседа разведчика, роль которого играл Путин, который работает с агентом и который вышел на контакт. Агент вышел на контакт. Вообще это неправильно. То есть агент не должен выходить на контакт, кроме как чрезвычайный случай. Но не для болтовни. Почему? Потому что это чревато его провалом. И тут, значит, вот он звонит и начинает эту всю болтовню, и Путин его предупреждает. Не надо. Держи в тайне. Мне это все равно. Ну, а тебе узнают, что ты, и тогда тебе это может повредить. То есть тщательно разработанная теория, как должен
проходить контакт между хендлером, это тот, который управляет агентом, разведчик, и агентом. И там несколько компонентов, то есть это абсолютно вот, ну, как дом строить, как закладывать фундамент, потом возводить стены. Так и в этой встрече есть некоторые компоненты, которые обязательно должны присутствовать. Один из них – это обсуждение с агентом вопросов его безопасности. Если, то есть опер расспрашивает у этого агента, как там жизнь твоя, как то, как все. Главная цель – уловить, нету ли каких-то настораживающих моментов вокруг агента, которые могут привести его к провалу. И вот Путин его предупреждает, он его учит, так больше делать нельзя. Вполне возможно, он ему сказал, не надо мне звонить там, или не делай больше таких поступков. Но мы знаем четко, и этого достаточно. Он ему сказал, не надо, держи это в тайне. А этот же, вот, понимаете, когда я читал, вот, что говорил Трамп в ходе этих телефонных разговоров, это только то, что стало известно. Он мне чем-то напомнил, помните, такой персонаж был, «Свадьба в Малиновке»? Известная комедия музыкальная времен Советского Союза. И там был такой персонаж Папандопула, который время от времени в порыве чувств говорил собеседнику: слушай, что я в тебе такой влюбленный? То есть у меня реально вот эта настойчивость звонков, но я не знаю в истории ситуации, когда бы вот такие звонки от бывшего президента нынешнему в двух враждебных стран. Единственное, я помню, 3 мушкетера – Бекингем и Анна Австрийская. То есть я только не знаю, кто здесь Бекингем, а кто Анна Австрийская, но это ненормально. Это ненормально то, что происходит, понимаете? Это ненормально с точки зрения, то есть Путин все делает правильно, все нормально. Но со стороны агента, который, несомненно, Путин считает Трампа, то есть он ему указания уже дает, как надо себя вести, чтобы это прекрасное время такого агента держать. То есть можно и обратно его внедрить в Белый дом, чтобы оно продлилось как можно дольше. Это совершенно вот с точки зрения Трампа явление ненормальное, и оно чрезвычайно опасно с точки зрения национальной, безопасности Соединенных Штатов и всего западного мира. Мы имеем дело здесь с агентурными отношениями, ни больше, ни меньше. Вот запомните это. Это агентурные отношения. Это главное откровение книги Боба Вудварда. Вторая важная тема книги – это опасность ядерного удара со стороны Российской Федерации. Ну, вы, наверное, слышали, что, согласно утверждениям Боба Вудварда, было 2 случая, когда якобы американская разведка получала подобную информацию из Москвы. Вообще, в целом, тут описывается достаточно такая розовая картина о возможностях американской разведки по России. И вот в частности, когда речь шла о информации о конкретных планах нападения на Украину, в книге пишется, что такое впечатление, что источник, а это не только электронная разведка, там особо подчеркивается, что это агентурная разведка, то есть там человек какой-то был, который якобы чуть ли не стоит, то есть качество информации такое, что как будто исходит от человека, который стоит за спиной тех, которые разрабатывают операцию, склоняясь над картой. И вот он стоит за спиной одного из них и все это фиксирует. То есть все точно, подробно, много и так далее. Ну, я вам что должен сказать. Тут 2 случая рассматриваются относительно ядерного удара. Первое, то, что они получили, то есть американцы получили информацию о планах нападения на Украину. Это то, что они получили до 24 февраля 2022 года. Это широко известно. А вторая, это было осенью уже 2022 года. Это вторая опасность ядерного удара, на которую рассматривали в Москве, потому что российские вооруженные силы испытывали большие проблемы на фронтах. Тяжелая ситуация была под Херсоном, там была окружена 30-тысячная группировка, они опасались, что она будет уничтожена, действительно, ВСУ могли уничтожить. И я помню еще тогда, когда многим из этой группировки удалось, или им разрешили фактически, ВСУ разрешили им уйти из окружения, выйти из окружения невредимыми. Это было в средствах массовой информации, вызывало удивление. Оказывается, это произошло потому, что в Москве реально якобы рассматривали вопросы о ударе.
ядерном ударе. Значит, тут надо рассматривать опять-таки каждый из этих случаев отдельно. Первый. Был ли агентурный источник до февраля 22 года, до 24 февраля? Да, судя по всему, был, потому что вскоре после начала российской агрессии, после начала вторжения, один бывший сотрудник администрации Путина, человек, который работал в аппарате Ушакова. Ушаков – это главный советник Путина по внешнеполитическим вопросам, в частности, Соединенных Штатов Америки. Он был послом Соединенных Штатов, и этот человек работал в посольстве здесь. Потом Ушаков уехал, взял его к себе, видимо, он был приближенный. И вот, судя по всему, эта информация через него, он, видимо, был завербован, когда еще находился здесь, в командировке в Вашингтоне, и он был агентом ЦРУ, судя по всему. Это высокого класса агент с высоким доступом, то есть бесценный агент, но американцы его сожгли фактически. Это было реальное решение разведки, потому что они, вы знаете, полгода они предупреждали Банковую о том, что грядет агрессия, и для того, чтобы убедить ее, что это реально, это не выдумка, они выбрасывали такую информацию, из которой реально можно было вычислить этого человека, источника. Поэтому его эвакуировали, он здесь поселился инкогнито в штате Вирджиния, потом была история, на него журналисты вышли, как-то откопали, потом он бежал из этого дома, который он купил за 3,5 миллиона, и в конце концов он исчез. Это был первый случай, но потом американцы лишились этого источника. И не бывает такого на таком уровне, в одном месте, в одно время, что их там не один, а 2, 3, 10. Это было во время Второй мировой войны. Российская разведка такое имела в Вашингтоне, потому что американцы считали советскую разведку, Советский Союз своим другом. Сейчас же совсем другая история. И это видно здесь вот в материалах Вудварда по поводу второй истории о возможном ядерном ударе в связи с Херсоном, да, ситуации вокруг Херсона. И здесь говорится в книге, что Путин был настолько обеспокоен тем, что эта 30-тысячная группировка российских войск в Херсоне будет уничтожена. Она уже была окружена, что там якобы в Москве рассматривался вопрос, не нанести ли ядерный удар. И, как пишется в книге, американская разведка указала на 50% вероятность того, что Путин применит тактическое ядерное оружие, если украинские войска окружат 30 тысяч российских военнослужащих в Херсоне. Это уже совсем другая информация по сравнению с тем, что американцы получали до февраля 22 года. Там четко, конкретно, какая бригада, какая там часть, где, куда наступает и так далее. А вот это 50% вероятность того, что он применит. То есть это не агентурная информация. Это информация не от человека, который присутствовал, где это обсуждается. Это высосанная, грубо говоря, из пальца аналитическая информация разведки американской, которая сделана здесь, в Лэнгли. То есть сидит народ, читает там, в целом оценивает ситуацию и приходит к выводу 50 на 50. А что такое 50 на 50? Сейчас там пишут в связи с обсуждением вот этого конкретного этого эпизода. Раньше американская разведка считала, что шансов на нанесение Россией ядерного удара это 5%, 10%. Это опять полная фигня. Как 5, как 10, как их оценивать? Что такое эти проценты? Я помню, вот четко комитет во внешней разведке КГБ по этому поводу теория была, что при помощи электроники можно определить, где расположены ракеты, и сколько их там и так далее. Может быть, даже техническое состояние можно определить. Но вопрос, будут ли эти ракеты когда-нибудь запущены, а если будут, то когда, при помощи электроники определить нельзя. Для этого нужна агентура, которая должна проникнуть в головы тех, кто принимает соответствующее решение. Нет такой агентуры. Не проникнут в голову, нет. Здесь, судя по всему, в головы не проникли. Нету источника. Поэтому вот высасывает из пальцев то было 5%, 10%, теперь 50%. А что такое 50? Это или будет удар, или не будет. 50 на 50. То есть результат 0. В целом мы имеем результат 0. 50 на 50. Вот, собственно говоря, что раскрывает. То есть вот книга, я не знаю, имел ли Вудвард этой целью, но вот эта книга, этот эпизод фактически говорит о том, что американцы утратили
своего агента, живого источника, которого не имели до февраля 22 года, и теперь просто сидели и занимались, так сказать, аналитикой. Теперь, что значит аналитика? На основании чего? Может, они где-то что-то слышали даже по телефону, переговоры там какие-то. Но надо же понимать, что когда Российская Федерация, российские спецслужбы, когда стало известно, что американцам было все известно о планах нападения России на Украину, они же провели исследование, прикинули, откуда информация утекла. Может быть, да, источник хорошо, а может быть электронный, а может быть телефон там и так далее. И вполне возможно, они нашли этот источник и начали через него сливать эти фиктивные разговоры. То есть то, что слушали американцы, 50 на 50 можно расценивать и как реальную информацию, и как и ПСО Российской Федерации. То есть гнали дезинформацию. И так уже имело место годы Холодной войны, когда в Берлине там раскопали вот этот советская контрразведка с подачи своего агента в британских спецслужбах раскрыла, значит, этот туннель, который там был, а потом к нему подключалась и долгие месяцы гнала дезинформацию. То же самое могло быть и здесь. Таким образом, я не знаю, имел ли Боб Вудвард задачу там, кого-то похвалить, кого-то нет, но вот этим пассажем он, наоборот, раскрыл весьма существенную информацию для рашенцев, что у американцев, во всяком случае, осенью 22 года агентурного источника в Москве уже не было. А накануне февраля 22 он еще был. Ну, теперь перейдем к делам нынешним. Владимир Зеленский сегодня прибыл в резиденцию премьер-министра Великобритании для переговоров с премьером Стармером, а также с генеральным секретарем, новым генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Затем в течение следующих 24 часов он должен встретиться с Макроном, Шольцем, Джорджией Мелони, а также с Папой Римским. Он вообще должен был в это время здесь присутствовать в Европе, должен был присутствовать в Рамштайне, или, вернее, на встрече группы Рамштайна. Вы знаете, что Белый дом, то есть Байден, отказался от этой конкретной поездки в связи с ураганом. И, видимо, правильно он сделал, потому что, представляете, если бы он не поехал, вернее, поехал бы туда в это время, то сейчас бы против него неслись бы такие обвинения, чуть ли не в государственной измене со стороны команды Трампа. Вот. Ну, вопрос долгое время, несколько дней, вернее, был, то ли вообще Байден отменяет свое присутствие на этой встрече, значит, срывается встреча, то ли она будет перенесена. Сейчас вот последняя новость, что она будет перенесена. Дату ожидаем, пока она неизвестна. А накануне Зеленский был в Хорватии на саммите, как это называется, третий саммит Украина, Юго-Восточная Европа в Дубровниках, в которой он сказал, вот с моей точки зрения, очень важную фразу произнес, о том, что в октябре, ноябре и декабре, это вот сейчас, у нас есть реальный шанс сдвинуть ситуацию в сторону мира и долгосрочной стабильности. То есть это время набирания сил и попытка стабилизации или замораживания, что ли, ситуации. Я имею в виду не достижение договоренности, а замораживание, ну, де-факто замораживание ситуации на настоящем уровне, так как она существует сейчас. Дальше он продолжает. Ситуация на поле боя создает возможность сделать этот выбор. Выбор в пользу решительных действий по прекращению войны не позднее 2025 года. Вот такие временные рамки он описал. То есть до конца этого года это, так сказать, держать ситуацию под контролем так, как она есть, не допустить ее ухудшения. Одновременно укрепить ВСУ с точки зрения, надо полагать, живой силы и техники, с тем, чтобы предпринять решительные действия в следующем году по прекращению войны. А прекращение войны, как мы понимаем, до сих пор со стороны украинского руководства и западных союзников состоит в том, чтобы создать для Украины позицию силы, а это нужно сделать на поле боя, и затем переговоры и так далее. Я не знаю, то есть вот эта временная формула, она практически совпадает с большинством
идей, высказываний, соображений, которые со ссылкой на западных политиков, аналитиков, официальных лиц на разном уровне, все чаще высказывается в последние, ну, скажем так, года, вернее, не года, а, скажем так, ну, месяца два, наверное, два. То есть тут нет противоречий между позицией Зеленского, который выражает, значит, Украины позиции, и с тем, о чем сейчас говорят, что обсуждают в столицах стран НАТО. Неясно, пока только неясно, чем руководствуется, вернее, это, так сказать, его выкладки. И западные представители, они аргументируют эти тезисы, вот эти даты, временные отрезки. Ну, Зеленский декларировал эти тезисы, но на основании чего он пришел к этим выводам, он не раскрывал. Но, в частности, вот ситуация на поле боя создает возможность сделать этот вывод. Что значит ситуация на поле боя? Это значит, что он уверен, что на Востоке, то есть на Донбассе, все будет заморожено, никакого радикального ухудшения там не будет. Является это его собственным умозаключением, или так ему докладывали генералы. Значит ли это, что никакого ухудшения радикального в Курской области тоже не будет? Трудно сказать, но, может быть, и имел смысл так. Побольше тумана, поменьше деталей. Видимо, Путину это знать и не надо. Хотя там имеют свой отчет и свою оценку. Тем временем Урсула фон дер Ляйен сегодня отругала в своем выступлении в Европарламенте Орбана. Выступая в Европарламенте, она подвергла резкой критике позицию Орбана в отношении Украины. Она сказала, в частности, вот цитата, «Все еще есть те, кто винит в этой войне, агрессию России против Украины, винит в этой войне не жажду власти Путина, то есть не Путина, а жажду свободы Украины, то есть Украину. Поэтому я хочу спросить их, стали бы ли они когда-нибудь винить венгров за советское вторжение в Венгрию в 1956 году». То есть тут она не назвала Орбана, но совершенно ясно, о ком и о чем она говорит. Совершенно правильная позиция. То есть обвинять сейчас Украину в том, что она спровоцировала агрессию России, это все равно, что обвинять Венгрию в 1956 году за то, что она спровоцировала агрессию фактически советских войск. Далее она раскритиковала, фон дер Ляйен раскритиковала Орбана за неспособность выполнить обещание ЕС, которое Венгрия в лице Орбана дала в 1922 году. Обещание покончить с зависимостью Венгрии от российского ископаемого топлива, то есть от нефти и газа. Цитата далее. «Вместо того, чтобы искать альтернативные источники энергии, одна из стран-членов ЕС, Венгрия, просто искала альтернативные способы покупки ископаемого топлива у России». Вот так она дала оплеуху Орбану. Но если внимательно расшифровать последнюю фразу, вместо того, чтобы искать альтернативные источники, Венгрия искала, каким образом ей можно обойти вот это обещание, данное ЕС в 2022 году, прекратить экспорт нефти и газа из России каким-нибудь альтернативным вариантом. Ну и мы знаем эти варианты. То есть сейчас, до конца, по крайней мере, этого года, российский газ – это единственный источник газа, который сейчас идет через украинскую территорию по трубе. По трубе. Это единственный источник газа по трубе из РФ в Венгрию. И будет это идти до конца этого года. То есть Венгрия и Орбан нашли альтернативный источник в лице Банковой. Банковая помогла ему. Банковая также помогла ему в другом вопросе. В альтернативном источнике получения нефти из Российской Федерации. Опять через трубу она по нефтепроводу «Дружбы» идет опять в ту же самую Венгрию. И договор о том, что она будет дальше продолжать это делать, обновлен был совсем недавно, о чем я вам рассказывал. То есть госпожа фон дер Ляйен достаточно деликатно намекнула, что одним из источников, которые помогают России пополнять свой военный сундук с деньгами, является украинское руководство. По непонятным причинам. Тут, кстати, недавно выступал на одном из форумов энергетических в Москве глава «Газпрома»
который рыдал. Рыдал он потому, что, ну, фактически рыдал, потому что недавно Forbes охарактеризовал «Газпром» как самую убыточную компанию России. А до 2022 года это была самая процветающая компания Российской Федерации, да и вообще одна из самых успешных компаний в Европе, если не в мире. И там он жаловался на то, что перестает Европа, хотя и сама страдает, тяжело ей экономически, сокращается промышленное производство в связи с тем, что она покупает теперь другие источники энергии помимо России. И Россия, которая раньше поставляла более 50% газа в Европу, теперь поставляет не больше 15%. И единственная страна, через которую она идет по трубе, это Украина, жертва российской агрессии, которая продолжает на поставках через Украину наполнять свой военный сундук. То есть европейцы, согласно высказываниям же шефа «Газпрома», они идут на убытки, на сжатие своей экономики фактически, но поставлена задача вообще избавиться от экспорта углеводородов, включая нефть и газ. То есть с Россией покончено, отрезан ломоть. Цивилизационно Россия отрезана, и уже вопросы о прибылях, убытках даже не стоят. То есть черт с ними, с этими прибылями, но вот этих нужно отрезать от нашей цивилизации. Принципиальный вопрос. На Банковой почему-то так вопрос не ставит. Странное решение, очень странное. Я думаю, рано или поздно Урсула фон дер Ляйен, если она не услышит ответа с Банковой сейчас, она поставит вопрос ребром и публично. А тем временем идет работа по подготовке худшего сценария, по наихудшему сценарию исхода президентских выборов в Соединенных Штатах Америки. Что, если все-таки это будет Трамп? Правильно, так и нужно работать в разведке, в войне. И так делают американцы и другие страны НАТО. Вот, собственно говоря, что по этому поводу говорит CNN, что в настоящее время администрация США работает и союзники работают над тем, чтобы обеспечить Украину всем необходимым до конца 2025 года. Это то, о чем сказал Зеленский в Дубровниках. Для этого в июле Соединенные Штаты в июле НАТО создала собственный механизм содействия помощи в военной подготовке. Далее, Пентагон также близок к тому, чтобы предложить частным американским компаниям контракты на поездку в Украину для оказания помощи в обслуживании оборудования и логистике. Это ключевая часть обеспечения того, чтобы оружие и оборудование, поставленное Украине, не вышло из строя в ключевые моменты. Одновременно немецкие и британские аналитические центры в докладе, который был опубликован вчера, призвали руководителей европейских стран НАТО создать так называемый банк НАТО, чтобы защитить от Трампа военные расходы Альянса. Потому что предполагается, вывод этого доклада состоит в том, что если Трамп президент, то велика вероятность того, во-первых, помощь Украине будет прекращена практически немедленно, а достаточно быстро будет сокращено финансирование, вернее, траты или затраты на содержание НАТО в Европе, инфраструктуру и все такое прочее, поэтому европейским странам НАТО надо больше опираться на свои собственные силы. Вот, собственно говоря, к чему призывает этот доклад. Причем доклад он готовился одновременно британцами и немцами, двумя крупнейшими их аналитическими центрами. В целом, Соединенные Штаты надеются, что 2025 год станет поворотным пунктом способности Украины поддерживать собственные военные усилия. Но я думаю, что такая постановка вопроса имеет смысл в связи с реальными обстоятельствами, которые, на мой взгляд, включают следующее. Ну, во-первых, экономика Российской Федерации, она находится, я уже говорил об этом, хотя это вызвало у некоторых иронию, типа, сколько времени уже об этом говорят, а российская экономика не рухнула. Всему свое время, господа. То есть 9, помните эту историю, если собрать вместе 9 беременных женщин, то ребенок не родится за 1 месяц. Есть одна история, которую любит, я несколько раз слышал от него, от генерала Ходжеса, он любит ее повторять. То есть это в одном из произведений Хемингуэя 2 друга беседуют между собой. Один из них потерпел банкротство некоторое время назад. И вот другой спрашивает у него: расскажи, как это случилось?
Он говорит, понимаешь, сначала это было медленно, очень постепенно, а потом бум, и все. Так быстро это все произошло. Я вам скажу, вот то же самое произошло с Советским Союзом. Я это наблюдал изнутри. Еще в 1987-м Советский Союз, ну, прямо вел остервенелые переговоры с американцами по сокращению, контролю над стратегическими вооружениями. То есть главная проблема была, весь мир смотрел, павлиньи хвосты распустили, что те, что другие. Весь мир зависит от наших решений. Это было в 87-м. В 88-м это постепенно сходило на нефть, затухала тема, потому что росли проблемы в России, в советской экономике. В 89-м Москва уже пошла к этим западным, Германии прежде всего, с протянутой рукой. Придумывали уже самые невероятные проекты, чтобы еще предложить в качестве залога, чтобы нам давали деньги. Деньги давали, 6 миллиардов считалось много, шикарно, шикарные. Подачку дали. 5 много, потом уже скатились до 1 миллиарда. Были готовы на 20 лет дать концепции на алмазные рудники, на золотые, на много лет вперед. А на Западе уже все это прекратились уже. Это был уже 90-й год. А потом произошел бум. И все. И страны не стало. Причем не стало это достаточно быстро. 3 дня. Вот августовский путч 91-го года. Вот вам считайте. Громадная страна, громадная территория, громадная экономика. И вот так это и случилось. Поэтому я вам расскажу в одном из следующих видео, как обстоят реально дело. Глубокое исследование было по этому поводу знающих людей. Большие проблемы. Большие. И, согласно оценкам знающих, серьезных экономистов, в 2025 году, в следующем, то есть в России в экономике будут проблемы. Она вынуждена будет сокращать военные расходы. И сокращать только одно место есть в бюджете, где это можно сделать. Это военный бюджет. В то же время проблема с живой силой. Вот появление северокорейцев в составе российского контингента, который воюет в Украине, в частности на Донбассе. Людей нету. Нет людей, скоро не станет денег. Ну и, наконец, есть хорошее исследование, согласно которому это так называемая вторая армия в мире, она так и не научилась воевать. Они воюют на уровне отделения, взвод, максимум рота. Вот так воевали, я помню, еще в 80-е годы. УНИТА была такая революционная организация на юге Африки, которые также выскакивали из джунглей в количестве там 10-20 человек и устраивали там всякие погромы и так далее. Ну, то есть это уровень вот повстанцев африканских в свое время. Это не та армия, которая воюет, как принято, согласно уставам НАТО, корпусами, дивизиями, армией там и так далее. Вот, поэтому, господа, работа ведется по всем направлениям, по самому худшему сценарию, но, как я вам сказал, пока надежды на хороший сценарий, то, что выиграет Харрис все-таки. И тогда нужно просто грамотно использовать все имеющиеся силы и средства. А для этого нужно хотя бы прекратить помогать Российской Федерации наполнять свой военный сундук деньгами через продажу своих газа и нефти в Европу. Вот на этом позвольте закончить сегодняшнее видео. Как обычно, слава Украине и вооруженных силам. Враг будет разбит, победа будет за нами. Вам, дорогие друзья, выдержки, мужества и твердой веры в нашу неизбежную победу. До новых скорых встреч.